Наталья Павловна убита? А вы откуда знаете? В городе болтают. Здравствуйте, Анна Викторовна. Жаль, что мы встречаемся при столь печальных обстоятельствах. Здравствуйте, господин Штольман. Анна Викторовна, и вы здесь? Ну что там, доктор? Николай Васильевич, ну, порадовать вас особо нечем. Большая рана на шее, обширная кровопотеря. Я полагаю, что баронесса долго не мучилась. Орудие убийства я пока не нашел. После более тщательного осмотра, наверное, скажу что-нибудь еще. Яков Платоныч. Яков Платоныч, вы позволите убрать тело? Да, собрать. Забирайте. Что это? Опять петушиная голова? Похоже, нас пытаются уверить, что баронесса нарисовала ее перед смертью. А вы думаете, что это сделал преступник? Разумеется, вы же не считаете, что, умирая, баронесса занималась рисованием? Да, что ж получается? Что один убийца выдает себя за другого? Странное дело. Весьма странно, Николай Васильевич. Оружие преступления в комнате не найдено. Дверь снова заперта изнутри, но в этом случае это сделать было гораздо сложнее, чем в келье в Аглае. Ума не приложу, как преступник это делает. Ну, расскажите нам, Иван, как вы познакомились с генеральшей Елисеевой? Я письмо от нее получил. Она сообщила же, что знала моих родственников, ну или что-то в этом роде. А я слышал, что вы сирота. Но я ее не спрашивал, какое мне дело. Первый раз в жизни кто-то во мне участие принял. Вы состояли в любовной связи с ней? Я? Вы с ума сошли. Все это сплетни. Карболка, марля, кровь. Как вы это объясните? Антон Андреевич. Что это? Что это? Что за рубище? Я не знаю. Снимите рубаху. Зачем? Вы не имеете права. Разденьте его. Господин Апраксин, вы арестованы по подозрению в убийстве Аглаи Степановой и баронессы фон Берг. В участок его! Ну, расскажи, голубчик, что ты видел? Значит, как собрание закончилось, баронесса у себя остались. А потом к ним какая-то дама приехала. Что за дама? Описать сможешь? Никак нет. Они ж под вуалью были, пробыли минут 20 и ушли. В котором часу это было? Так в 11 или около того. Я ж утром-то, как обычно, на этаж поднялся, смотрю, а дверь изнутри заперта. Вот дела, думаю. Вот я и
вызвал полицию от греха подальше. Что ж ты, дурень, ночью-то не забеспокоился, что баронесса не выходит? Уснул, ваше благородие. В жизни так крепко не спал, словно морок на меня кто напустил. Что вы высматриваете, Яков Платоныч? Анну Викторовну не видели? А, туда пошла. Наверняка напился, скотина. Да капли в рот не брал, вот вам крест. Капли в рот не брал, знаем мы вас. Распал. Ну что, Апраксин, долго ты собираешься тратить мое время, испытывать мое терпение, молчать? Я требую адвоката. Да что ты? А чем ты платить собираешься за него? Ты ведь гол как сокол, ты по уши в долгах. Ирина Алексеевна заплатит. С чего бы ей платить за тебя? С чего? Насколько мне известно, она отказала тебе в доме неделю назад. А теперь, когда узнает, что ты убил горничную, и подавно. Да не убивал я Аглаю. А почему же у тебя нашли монашеское одеяние? Почему хозяйка подтверждает, что ты вторую ночь подряд приходишь под утро? У тебя вот свежее пулевое ранение. Признавайся лучше сам, Апраксин. Я тебя прошу. Признайся хотя бы в том, кто тебе помогал извлекать пулю. Ты признаешься или? Кто не убивал? Кто не убивал? О ком ты говоришь? Анна, что с вами? Анна, что с вами? Очнитесь. Это не сон. Нет. Я знала. Знала, что вы живы. Вы прочитали мое письмо? Я не получала письма. Странно. Я бы никогда не покинул вас в ту ночь, если бы это было в моих силах. Я бы никогда не покинул тебя. Я знаю. Что случилось? Почему ты не давала себе знать? Не мог это сделать. Ни разу? За 5 лет? Как появилась возможность, я сразу все разузнал о вас.
В то время вы были в Париже, и я подумал, что вы счастливы и, возможно, любимы. В Париже я училась медицине. Мне надо было найти новый смысл, когда я потеряла вас и свой дар. Но сейчас я догадался в участке и пошел за вами. Вы снова их видите? Какое это имеет значение? Это важно, поверьте. Нет. Нет. Не это важно. Кто привел вас в этот дом? Дух женщины с перерезанным горлом. Аглая? Она сказала, он не убивал. Коробейников сейчас допрашивает Ивана Апраксина, знакомого генеральша и любителя петушиных боев. Думаете, Аглая о нем говорила? Ты кто таков? Твое заведение? Кормимся как можем. Как часто здесь бои устраиваешь? По воскресеньям. Стало быть, вчера тоже был. Иван Апраксин приходил? Как долго пробыл? Под утро ушел. Проигрался вчистую. А вы кто ему будете? В полиции подтвердишь, что он пробыл здесь всю ночь? Полиции? Да. Это все? Так точно, ваше благородие. Наталья Павловна фон Берг от Елисеевой. Что это? Значит, вы его схватили? Ну и слава богу. Теперь могу с миром похоронить Аглаю. Я ума не приложу, почему Апраксин желал смерти вашей горничной. Он ей сразу не понравился. Она и меня пыталась предостеречь, но я была слепа. Знаете, он сидит в камере и просто умоляет о встрече с вами. Нет, я не хочу его видеть. Я не желаю его видеть больше никогда. Он проматывал все деньги, которые я ему давала. А неделю назад сознался, что много должен. Я отказалась платить. Тогда он рассвирепел, стал угрожать мне. И только после того, как пришла Аглая и направила на него револьвер, ушел. Ну, дела. Я не понимаю, вы в чем-то подозреваете меня? Нет, нет, что вы. Ни в коем случае. Я благодарю вас за уделенное время. Мне пора. Ах, да. Вчера поздно вечером вы случайно не были у баронессы фон Берг? Да, я была у нее. Но какое это имеет отношение к делу? После вашего ухода ее убили. Мы полагаем, что это тот же Апраксин. Ничего из вещей не пропало, драгоценности на месте. А вот письмо, которое вы ей написали, оно исчезло. Баронесса вернула его мне. По моей же просьбе. А, надеюсь, оно при вас? Нет. Я его сожгла. А что в нем было? Скажете? Это уже не ваше дело, господин Коробейников. Да, прошу прощения. Честь имею. Ума не приложу. Выходит, у Апраксина есть алиби на вчерашнюю ночь, но никто не может его подтвердить. Выходит, что так, но зато теперь мы точно знаем, что он не убивал баронессу. Хотя виновен в первом убийстве. А что, если замешана сама генеральша Елисеева? Каким образом? Она в 11 ушла, и сторож это подтверждает. Она могла вернуться, пройти через черный ход. Мне кажется, что баронесса не возвращала ей письма. И поэтому генеральша в тот вечер и приходила его забрать. В этом письме тайна. Генеральша еще в городе. Завтра хоронит Аглаю. И если у нас есть подозрения, мы должны добыть улики до ее отъезда. Нужно поехать в ее имение, осмотреть дом. Тайна. Тайна? Тайна.
пока она не спохватилась, возможно, мы сможем найти какие-то документы. Ну, а если нам повезет, черновик письма. В таком случае выезжать нужно немедленно. Путь не близкий, Яков Платоныч. Господа, я еду с вами. Анна Викторовна, вы себе не представляете, как я рад этому. Все как в старые добрые времена. Дежурные, пролетку готовьте. Вы только доктор Милс, он не устроит нам выволочку за то, что мы вас у него похитили. Доктор Милс, дайте мне полчаса, я с ним договорюсь. Однажды Наталья Павловна спасла меня, и я не могу допустить, чтобы ее убийца остался на свободе. Поторопитесь, голубушка. Яков Платоныч. Это самая странная рана, которую мне доводилось видеть за всю свою практику. Понимаете, очевидно, что удар был нанесен с очень большой силой, но это не кинжал, не нож. Это что-то очень похожее на кол. Простите. Нет, доктор, продолжайте. Вы сказали деревянный кол? Определенно не деревянный, не металлический. Мне трудно пока сказать, из какого материала он был сделан. Завтра тело заберут в Петербург. Я полагаю, что вы хотите проститься. Я не буду вам мешать. Доктор, если спросят, вы могли бы сказать, что до ночи я дежурила в больнице? Да. Хорошо. Обыск дома в частном порядке, без привлечения внимания, разрешаю. Но исключительно в связи с важностью дела. Благодарю. Постойте. Вы знаете, я все время думаю об этом деле. Ну, давайте вот поразмышляем. Какой-то изверг убил баронессу. Ну, к чему весь этот цирк с закрытой дверью изнутри, с этим рисунком петуха кровью? Ну, чтобы что? Чтобы обвинить Апраксина? Признаюсь, мне тоже не дает этого покоя. Особенно сторож, который заснул как по команде. Ваша гипотеза? Нет никакой. Да. Ну что ж, ступайте. И уезжайте из города незамеченными, чтобы вас никто не видел. Дух баронессы фон Берг, явись мне. Дух баронессы фон Берг, явись мне. Наталья Павловна, я прошу вас, поговорите со мной. Кто вас убил? Кто вас убил? Госпожа фон Берг была настоящим ангелом для всех нищих и убогих. Нет. Госпожа фон Берг стала ангелом для всех мытарей и грешников России. Ради бога, Маша! Ну какие грешники? Какие мытари? Ну пиши ты уже первый вариант. А мне кажется, так гораздо возвышеннее. Ты опять уходишь? Поеду в банк. Распоряжусь насчет ежемесячных выплат для Анны. Она же у нас уезжает в Париж.
До вечера, мой друг. Штольман ждет нас на выезде из города. Я готова. Анна Викторовна, вы пришли в участок вместе. Вы разговаривали с ним? Неужели вы его простили? А вы сейчас о чем думаете? Явно не о том, Антон Андреевич. Я хоть с самим чертом буду разговаривать. Пока убийцу Наталью Павловну не найду. Трогай! Жди здесь, любезный. Слушаю, ваше благородие. Генеральший приказчик в Затонске, так что дома только кухарка. Ой, барышня, головушка, вернулись, а я старая не ждала. Вы обознались, я не ваша барышня. Простите, сударыня, я слаба глазами. Простите. Мы из полиции имеем предписание осмотреть дом. Из полиции? А что случилось-то? Может, с Ириной Алексеевной что? Нет, не волнуйтесь. Жива-здорова ваша Ирина Алексеевна. Скоро вернется. Позвольте войти. Пожалуйста. Ой, господи ты, боже мой, да что ж ты такое-то, а? Полиция вечером. И я в доме совсем одна. Не о чем волноваться, это простая проверка. Может, случилось что? Может, Степан что натворил? Какой еще Степан? Степан Матвеев. Приказчик наш. Нет, об этом пока ничего не могу сказать. А будь любезна, сделай нам чаю. Слушаюсь, сударь. Антон Андреевич, найдите комнату горничной, а мы с Анной Викторовной осмотрим кабинет. Яков Платоныч, позвольте вам напомнить, что расследованием теперь руковожу я. Простите, забылся. Какие будут распоряжения? Очень простые. Поищите комнату горничной, а мы с Анной Викторовной исследуем кабинет. Прошу. Комнаты горничных обычно располагаются в первом этаже. И постарайтесь не шуметь. Идемте. Ничего подозрительного. Закладные, счета, никаких личных писем. Паспорта. На имя Елисеева Ирины Алексеевны и Матвеева Степана Петровича. Так это же приказчик. Выходит, что она собиралась с приказчиком за границу? Вот, чай принесла. Чудесно. Так, Как пожалуйста. же ты, милая, управляешься со всем этим, готовишь, когда ничего почти не видишь? Ой, да трудно ли уметь чай? Я всю жизнь у печки простояла. Все продукты на нюх знаю. Спасибо Ирине Алексеевне, что не выгнала меня, когда глаза слабеть-то стали. И давно это у тебя? Да уж год как. А что ж ты к доктору-то не пошла? Не, ни за что не пойду я к этим докторам. Мне вон у Аглая со Степой таких ужастей про этих докторов рассказали. Мочи нет. А скажи-ка, Аглая со Степаном, они ладили? Чего ж не ладить-то? Дело молодое. Ага. Ну что ж, ну хорошо, ступай. Вот так история, Анна Викторовна. Горничная крутит с приказчиком,
А хозяйка собирается с ним же за границу. Причем, когда у генеральши появляется новый предмет страсти, молодой Апраксин, то горничная, вместо того, чтобы радоваться, почему-то настраивает хозяйку против него. Действительно. Странно. Да, женщин понять очень трудно. Что? Анна Викторовна? Анна Викторовна? Малыш. Иван Апраксин. Иван Апраксин это. Нашли что-нибудь? Судя по этим документам, Елисеева отправляла Апраксиным деньги ежемесячно. Завещание. Я, Елисеева Ирина Алексеевна, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество Ивану Аркадьевичу Апраксину, рожденному 3 января 1878 года. Я изучал биографию генеральши, и генерал был больше года на войне на Турецкой. То есть, получается, что Апраксин – это не любовник Елисеевой, а ее сын. Внебрачный сын. Теперь понятно, почему она сразу не указала на него, не хотела верить, что ее сын убийца. Знаете, что я думаю? Генеральша приходила к баронессе фон Берг, чтобы узнать о возможности признать ребенка официально. Наталья Павловна часто оказывала помощь в таких делах. Конечно, она же сказала, как женщина и как мать, я не смею отказывать. Ну а зачем ей нужно это признание, если она и так завещала все сыну после смерти? Затем, чтобы ее сын принадлежал к дворянскому сословию. Баронесса явно хранила эту тайну, и Апраксин ничего об этом не знал. Аглая знала. Почему вы так думаете? Она меня сюда привела и указала тайник. Но кто же ее убил? И баронессу? Тот, кто боялся, что тайна откроется. Положим, что это приказчик. Аглая могла разболтать ему тайну генеральши. Матвеев мог убить ее и баронессу, а затем переложить всю вину на Апраксина. Ну а после этого спокойно утешать Ирину Алексеевну где-нибудь на французской ривьере. Надо срочно выяснить, когда в Затонск уехал этот Матвеев. И, Яков Платонович, а вы что-нибудь нашли у горничной? Да. Книга о правильном питании. Это по вашей части, Анна Викторовна. Самоучитель французского языка. Все книги с пометками на полях. Это странно. Ведь генеральша сказала, что Аглая была безграмотна. Да. Непонятно, почему она это скрывала. А знаете, что еще странно, господа? В этом доме нет ни одного портрета.
Когда уже придет твой начальник? Не могу знать. А кто знает? Вы бы после обеда зашли, тогда они точно будут у себя. Ну уж нет. Я дождусь этого господина Трегубова. Не имеет права держать в тюрьме невинного человека. И кого же ты я арестовал безвинно, сударыня? Ивана Апраксина. Боюсь, вы ошибаетесь, сударыня. Апраксин совершил тяжкое преступление. Не мог он его совершить. Это почему же? Потому что в ночь убийства он стрелялся на дуэли с моим мужем. И был ранен. В плечо. И что, муж может подтвердить это? Муж нет. Но я привезла с собой секундантов. И они готовы свидетельствовать под присягой. Ну что ж, пройдемте ко мне в кабинет. У меня сообщение для господина Штольмана. Войдите. Разрешите? Проходи. Яков Платонович, вам записку передали. Благодарю. Александр Францевич! Анна Викторовна. Ну что же вы вырываетесь без стука? У меня здесь, посмотрите, какие пациенты. Простите, доктор, это крайне важное дело. Доктор, вы говорили, что баронессу фон Берг убили острым конусообразным предметом. Но вы не смогли понять, из какого материала он был изготовлен. Ну да, именно так. Я убеждена, она была убита льдом. Это была огромная сосулька. Поэтому и не нашли орудие убийства. Она попросту растаяла. Все возможно, но человек, совершивший такой удар, должен обладать недюжей силой. Сильный мужчина мог бы это сделать? Ну, в принципе, Яков Платонович очень сильно полагаю, да. Но, вероятно, тогда он также поступил с дверью, подложил кусочек льда под шпингалет, и когда тот растаял, шпингалет опустился. Анна Викторовна, посмотрите, кто у нас сегодня. Савелий, узнаешь Анну Викторовну? Ну как, рука не болит больше? Болит, но только чуть-чуть. Ну вот, больше не будешь лазать в монастырский сад. Так ты в монастырском саду промышляешь? Когда был там последний раз? В субботу, на рассвете. Кого-нибудь видел? Да, какой-то монах выбежал из окна и за мной побежал. А я шаг через забор и гвоздем поранился. Да что ж ты раньше-то не сказал? Так вы и не спрашивали. Сможешь узнать этого человека? Антон Андреевич, а приказчик-то где? Уехал с Елисеевой Аглаю хоронить. На отпевание его и возьмем. Ну что, вы на свободе, сударь? Да, он в ночь убийства стрелялся на дуэли, у него рана в плече. Увязался за мной, чтобы генеральшу поскорее увидеть. Любезный! За ними и побыстрее. Слушай, Варя. Можете закрывать. Ирина Алексеевна! Ирина Алексеевна, меня отпустили, я не виновен. Аглая. Что? Это Иван никак умом тронулся. Аглая это служанка. Барыню не признал. С вами после поговорим, кто в гробу. Ирина Алексеевна. Ясно. Взять этих двоих! Живо! Всем стоять! Борис. Стоять! Не двигаться! Послушайте, вас все равно поймают. Будет хуже. Давай, залезай. Молчи.
поедем. Да куда глаза глядят? Или ты думаешь, я на каторгу пойду? Все из-за этой баронессы. Кто ж знал, что генеральша ей отправит письмо и встречу назначит? Вас бы все равно вычислили, рано или поздно. За границей вы могли встретить кого-то, кто знал генеральшу раньше. Бог не выдаст, свинья не съест. Что это? Почему встали? Здесь сиди. Степан! Степушка! Стой, не шевелись, слушай мой голос. Они скоро придут, но у нас есть пара минут. Кто ты? Ты еще узнаешь меня. Скажи, как убили твою подругу? Как закрыли дверь снаружи? Лед. Правильно. Это она тебе подсказала? Да, Значит, твой дар вернулся. вы ее убили. Никто не узнает. Приказчик мертв, повесят на него. Я буду знать. Ты все забудешь. Спи. Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Где же вы? Ваше благородие! Нашли! Анна Викторовна, что с вами? Анна Викторовна, очнитесь. Яков Платонович. Что здесь произошло? Она сказала, что не хочет на каторгу. Какое счастье, что вы целы, Анна Викторовна. Дело ясное, ваше благородие. Сначала полюбовника застрелила, потом себя. Да. Подумать только, преступница убедила всех в том, что она безграмотна, а сама читала книжечки и готовила злодейство. Ах, кто только не идет нынче в услужение. Все перепуталось. Порой смотришь и не понимаешь, перед тобой знатная дама или горничная. Да, Николай Васильевич, времена изменились. Это Аглая убила Ирину Алексеевну? Мы полагаем, что это сделал приказчик Матвеев. Его опознал мальчишка-свидетель. К тому же рана от пули в руке, в точности, как у вас. И одеяние монаха, вероятно, подбросил именно он. Аглая сделала рисунок на стене, подменила одежду в шкафу. С помощью женской шпильки опустила шпингалет на двери. Но она не знала, что
Матвеев ранен, поэтому и револьвер под кроватью не заметила. А как же она не слышала выстрела? Предпасхальная служба была. Колокола били. Да, баронесса. Зачем нужно было ее-то убивать? Аглая отправилась к баронессе, чтобы забрать письмо генеральши Елисеевой. Но, думаю, Наталья Павловна сразу поняла, что это самозванка, поэтому Аглая и приказала Матвееву убить ее. Но зачем он сделал так по-изуверски, при помощи льда? А иные преступники любят потрясти воображение полиции. Азарт. Вы, господин Апраксин, как любитель петушиных боев, должны это знать. Заканчивайте с этим, сударь. Хоть ваша мать и отдала вас на воспитание, но перед смертью обеспечила ваше будущее. Моя мать? Анна Викторовна. Анна, я хотел вам сказать. Сочувствую вашей утрате, но баронессу не вернуть, а ее преступники за все заплатили. Я вас благодарю за то, что вы помогли их найти. Это я вас должен благодарить. Вы, как всегда, без вас ничего бы не получилось. Я устала. Я пойду. Мы с вами не поговорили толком. Ну, вы принесли мне свои извинения. Я их приняла. Вижу, что все, что нас с вами связывало, осталось в прошлом. И не надо это ворошить. Я знаю, что вы ждали от меня других слов, но я пошел бы против чести и совести, если бы сказал их вам. Да, действительно. Прошло слишком много времени. Прощайте, Яков Платонович. Не надо меня провожать.